Привет, друзья! Сегодня я предлагаю вам вместе со мной связать вот такую милую визитницу, или же косметичку, или же кошелек, смотря какого размера вы ее свяжете. Моя визитница около 11 сантиметров. Я буду использовать пряжу Yarn Jeans, я ее здесь подпишу, и буду использовать крючок номер 3,25. Но вы можете взять любую пряжу и подобрать под нее крючок. Также нам понадобится 2 маркера и пуговица. И мы начинаем с того, что набираем нужное нам количество воздушных петель. Это будет наша ширина изделия примерная, потому что еще по краям мы сделаем по одной прибавке. Я набираю 22 воздушные петли. Набираем. Цепочку из воздушных петель мы набрали, и теперь давайте проставим маркеры, чтобы не потеряться потом. Особенно если вы новичок, так вы не запутаетесь. Так, ставим маркер на последнюю петлю, вот сюда справа, за правую дужку полупетли. Вот так ставим. И на вторую петельку от начала. Тоже справа. Так, ставим. Вот что у нас получилось. Теперь давайте свяжем еще одну воздушную петельку подъема и начинаем вязать донышко. Начинаем. Заводим крючок во вторую петельку от крючка, вот сюда. Заводим крючок. Так. И вяжем столбик без накида. Это первый столбик в ряду. Теперь находим второй столбик, заводим крючок и вяжем столбик без накида. Далее третий столбик без накида, и таким образом вяжем до самого конца цепочки. Вяжем нужное нам количество петель, которые мы набирали изначально. У меня это 22 получится столбика без накида. Довязали. И теперь нам нужно перебраться вот на эту сторону. И по этой стороне тоже связать столбики без накида. Смотрите, каким образом. Вот в эту же последнюю петельку, куда мы связали, мы вяжем еще 2 столбика без накида. 1 и 2. Первый столбик у нас будет прибавкой, а второй столбиком, первым столбиком вот по этой стороне. Вот там, где у нас маркер, вот сюда мы будем вязать второй столбик. Так, маркер можно уже снять. И вот в эту полупетельку вяжем второй столбик без накида по этой стороне. Теперь смотрим, будем вязать третий столбик, следующую полупетельку, вот она идет. Вот, в нее вяжем третий столбик. Теперь четвертый столбик, следующую. И так далее вяжем вот до этого маркера, вот до сюда. И по этой стороне до маркера у нас должно получиться также столько же петель, сколько и на той стороне. То есть в моем случае 22 столбика, так же как и на этой стороне. Связываем. Вот это самая последняя петелька, у меня здесь маркер. И сюда я вяжу 22 столбик. Вот так. И теперь давайте сделаем еще одну прибавку в эту же петельку. Вот сюда же сделаем еще одну прибавку. То есть вяжем столбик без накида. Вот так. Теперь будем вязать первый ряд узора, но сначала давайте посчитаем петли. Как мы считаем? Мы считаем количество петель с этой стороны
количество петель с этой стороны и плюс 2 петли прибавок. То есть в моем случае это 22 плюс 22 плюс прибавка и получится 46 столбиков без накида. Пересчитаем. Пересчитали, и если все верно, то начинаем вязать первый ряд узора. Вязать мы его будем за задние дужки петли. Так, но для начала мы присоединимся к самой первой петельке, которую мы вязали. Вот она. Вот. Мы заводим за обе дужки петли. Так. Захватываем ниточку и делаем соединительный столбик. Вот так. И давайте на этот соединительный столбик на всякий случай повесим маркер, чтобы в будущем не потеряться, чтобы в конце ряда случайно не связать в него петельку дополнительную. Вот так. Мы присоединились, и вот этот соединительный столбик стал первым. Теперь вяжем первый ряд узора. Вяжем 2 воздушные петли подъема. Это у нас будет первый столбик без накида. Теперь делаем накид, находим второй столбик, вот он. Не сюда, потому что сюда мы присоединились, и он стал первым. Вот. А вот сюда, вот за эту заднюю дужку, вот туда просовываем крючок, вот так. И вяжем столбик с одним накидом. Вот так, провязали. Теперь находим следующий столбик предыдущего ряда. Вот он. Находим следующую дужку заднюю. И сюда вяжем столбик. Так. И сюда вяжем столбик без накида. Связали. Снова делаем накид. И в следующую петельку за заднюю дужку вяжем столбик с накидом. И таким образом чередуем до конца ряда столбики без накида и столбик с накидом. Связываем первый ряд и вяжем последний столбик. Он у нас должен получиться столбиком с одним накидом. Если вы все правильно связали, то вы заканчиваете именно на нем. Здесь у нас стоит маркер, сюда мы не вяжем. Мы его пока что убираем и находим первый столбик, который мы вязали, вот эти 2 воздушные петельки. Крючок заводим во вторую воздушную петлю, вот туда поглубже заводим и делаем соединительный, так, соединительный столбик. Вот так. Давайте снова поставим на него маркер. Маркер поставили. И теперь смотрите, в первом ряду мы вязали 2 воздушные петли, и это был у нас как бы первый столбик без накида. Во втором ряду мы свяжем 3 воздушные петли, и это будет столбик с накидом. Далее у нас идет, в прошлом ряду у нас шел столбик с накидом, значит сейчас мы вяжем в эту петельку, во вторую столбик без накида. Далее делаем накид. Здесь у нас шел столбик без накида, значит сейчас мы вяжем столбик с накидом. Вяжем. Далее у нас шел столбик с накидом, значит сейчас вяжем столбик без накида. Вяжем. И таким образом снова чередуем до конца ряда. Мы довязали до конца ряда и закончили на столбике без накида. Вот здесь маркер, сюда мы не вяжем. Маркер убираем и снова присоединяемся к первому столбику. Вот так. Присоединились, и теперь будем вязать третий ряд. И вяжем третий ряд, и вяжем его мы точно так же, как и первый, то есть 2 воздушные петельки подъема, далее накид, и вот там, где у нас был столбик без накида, вяжем столбик с накидом.
Далее вяжем столбик без накида и вот так повторяем до конца ряда. Я думаю, здесь все понятно с узором. И далее вы будете вязать самостоятельно до того момента, когда вам нужно будет сменить цвет. Я буду вязать из 3 цветов. Каждым цветом я буду вязать по 4 ряда. Учтите, что в этом узоре не очень удобно считать ряды, поэтому я бы посоветовала использовать счетчик рядов, либо выписывать себе куда-то на бумажку. Можно также ориентироваться, если вы можете ориентироваться по столбикам. В общем, вяжите до смены цвета, а далее возвращайтесь ко мне. Мы довязали до того момента, когда нам нужно менять цвет. Вот я уже присоединилась. И смотрите, теперь делаем воздушную петельку подъема одну, берем ножницы и ниточку обрезаем вот так. Вот так вытягиваем кончик и затягиваем. Теперь будем менять цвет. Крючок заводим в эту же петельку, куда мы присоединялись, сюда же. Вот так. И оставляем изделие пока что свободно висеть на крючке. Вот так. Теперь берем новую ниточку нового цвета. Снова вот так оборачиваем на пальчик. Делаем петельку. Затягиваем и выводим через эту дырочку на лицевую сторону к нам. Вот так сделали. Цвет мы поменяли. И теперь вяжем все то же самое, точно так же, как мы вязали ранее, но уже новым цветом. Так. А вот эти кончики мы можем либо спрятать сейчас, либо спрятать потом. Я спрячу их сейчас, чтобы они мне не мешались. Так, делаю накид, завожу крючок в петельку и под кончики, чтобы кончики были над крючком, и провязываю просто столбик с накидом. Далее следующий столбик также завожу так в петельку и под кончики. И провязываю столбик. И вот таким образом кончики мы будем прятать. Далее вы вяжете самостоятельно на нужную вам длину. А далее мы встречаемся и будем вместе делать обвязку и петельку для пуговиц. Довязали на нужную нам длину. И теперь смотрите, кладем вот так изделие перед собой. И в серединке визуально на глаз определяем 2 средние петельки. Вот. И выделяем их маркерами. Это нужно для того, чтобы мы смогли здесь связать петельку для пуговицы. А теперь делаем обвязку. Для этого крючок заводим в петельку и вяжем 2 воздушные петли подъема, так как обвязку мы будем делать столбиками без накида. Первый столбик мы связали. Так, теперь заводим крючок во второй и вяжем столбик в третий, снова вяжем столбик и вяжем столбики без накида вот до этого первого маркера. Вяжем. Вот мы довязали до этого первого маркера. Мы его снимаем и вот в эту петельку, где у нас был маркер, вяжем столбик также без накида. Теперь будем вязать петельку для пуговицы. Для этого вяжем вверх столько воздушных петель, сколько вам нужно. Так, у меня это примерно 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Можно вот так вот примерить, смотря там, где вы пришьете пуговицу. Вот так. Для меня 10 вполне достаточно. Так, теперь второй маркер снимаем.
И вот в эту петельку, где у нас был второй маркер, вяжем столбик без накида. Ну вот, петельку мы сделали. И теперь вяжем столбики без накида до конца ряда. До конца ряда довязали, присоединились к первому столбику. И теперь просто ниточку обрежем. Делаем одну воздушную петельку подъема и ниточку обрезаем. Теперь кончики мы будем прятать. Для этого берем крючок поменьше, переворачиваем вот так наизнанку и смотрим. Вот здесь у нас идут изнаночные петли. Мы под них засовываем крючок, захватываем вот эту ниточку. Так. Здесь снова захватываем. И вот так все это дело протягиваем. Вот таким образом кончик мы прячем. Здесь также можно сделать узелок, чтобы здесь ничего не потерялось потом, чтобы ничего не вылезало. Вот так. И либо далее спрятать также этот кончик, либо обрезать. Так. Здесь у нас все кончики спрятаны, но если вы вдруг их не прятали, то прячем их по такому же принципу, но, например, голубой кончик прячем в голубую пряжу, а бежевый в бежевую, то есть вот таким образом. Так, снизу у нас тоже идет кончик, и вот точно так же прячем таким же образом. Находим петельки поплотнее и в них вот так вот просовываем. И либо делаем узелок, либо просто вот так прячем. Пришиваем пуговицы. Вот так ниточку вставляем в иголку. Никакие узлы не делаем. Так. Заводим с изнанки в дырочку. Протягиваем. Здесь просто придерживаем. Заводим в следующую дырочку. Вот так. И пришиваем. Так, снова с изнанки в следующую дырочку. Так. И протягиваем. И в следующую дырочку. Привязали. Теперь иголочку убираем, а здесь просто связываем на узел. Просто вот такой двойной узел. Вот так. И обрезаем. Такая милая визитница у нас получилась. А на этом свой мастер-класс я буду заканчивать. Если вам все понравилось, если вам все было понятно, вы можете поддержать меня лайком и подпиской. А мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока!